Обратно здравствуйте! Мы снова на канале MyDIY. Вновь прибывшие подписывайтесь, а я пока расскажу, чем мы будем заниматься. Сегодня мы будем делать стол для ноутбука для своей любимой женщины. И сразу же лайфхак. Аккуратно измерьте свою любимую женщину. Потому что если вдруг столик окажется как раз, можно оказаться без любимой женщины и без столика. Начинаем. Побелить пришлось слегка подольше, потому что я захотел, чтобы шов профильной трубы был внутри нашей конструкции. А как и захотел, так и будет. А теперь берем и шваркаем шваркой наши заготовки. Как только сварили, зачистили, сразу делаем еще одну такую. Вот теперь столешницу уже можно клеить. А пока она сохнет, мы с вами снова возьмемся за сварку и свяжем между собой эти две ноги. Внутреннюю поверхность столешницы тоже отшлифуем, потому что там будут ножки. Женские ножки. Размечаем могучую кучу будущих отверстий и идем сверлить, пока не станет дурно, либо ноги бодрили. Давайте вместе поскорбим. Я только на секундочку отвернулся, и их стало 3. Как я буду дальше без него?
Подработка радует. Как говорится, мороз крепчал, сопля катилась. Поэтому с покрасочными делами пришлось переезжать из мастерской холодный на балкон теплый. Наши железяки перед покраской очень желательно обезжирить. А я, как доблестный обалдуй, забыл обезжириватель в мастерской. Придется для этих целей использовать чачу. Вы не представляете, какой сейчас стоит запах. Прямо тру и сам себя ненавижу за это. Пятьдесят 4 отверстия с двух сторон ватной палочкой. Крепись, брат, ты сам выбрал этот путь. В общем, женщина довольна. Я доволен, что она довольна. Довольно слов довольна. Пока. Увидимся в новых проектах.